что ж, вот тут вас встречает макет первой советской атомной бомбы РДС-1. Аббревиатура расшифровывается как ракетный двигатель специальный. По своей боевой мощности она немногим больше той, которая была сброшена на город Нагасаки в 45-м. Вес такой бомбы 4,5 тонны и доставлялась на бомбардировщике, что висит у нас над головой. Это первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4, уменьшенный тут в 15 раз. Однако, такое средство доставки бомбы имело один, но весьма ключевой недостаток. Время полета до цели. Оно занимало 12 часов до Америки в одну сторону. За это время самолет можно засечь и, соответственно, сбить. А каждый пилот понимал, что если ему придется сесть в кабину Ту-4 и сделать вылет по прямому назначению, это будет билет в один конец, поскольку топлива на дорогу обратно уже не хватало. Однако в наших правых войсках были, если будут люди, готовые взяться за самое сложное, и вместе с этим самая опасная задача. Но, если мы с вами взглянем вот на эту карту, в этой точке заметим расположение баз НАТО, на которых находятся стратегические бомбардировщики с ядерным зарядом на борту. С ближайших позиций до границ Советского Союза надо лететь 3 часа, сбросить бомбы на Москву за 4. Требуется новое средство доставки, максимально быстрое и без экипажа. Таковым, разумеется, становится ракета. Было несколько очень хороших моделей Р-1, Р-5, но именно старт ракетостроения дает модель Р-7, или так называемая «семерка». Нам она больше известна как транспорт для космических программ, таких как «Спутник», «Восток», «Союз». Именно эта ракета и вывела первый искусственный спутник Земли на околоземную орбиту в 1957 году. Именно благодаря модификации такой ракеты Юрий Алексеевич Гагарин покорил космос в 1961 году, а место, где должен был располагаться ядерный заряд, переоборудовали под кабину пилота. В военной сфере развития своего она не получила, поскольку у нее был ряд своих собственных недостатков. Например, время подготовки двигателей к запуску. Оно занимало 24 часа. Такая трата времени – непростительная роскошь. Поэтому на вооружение становится ракета F-16. Вторая ее модификация свободно может базироваться как на стартовых площадках, так и в подземных шахтах, которые обеспечивали защиту корпуса всей ракеты. За счет изменения структуры двигателя, самого топлива и способа пуска ракеты из шахты, время подготовки сократилось в интервал от 4 часов до 40 минут. Такая ракета плюс ракеты средней дальности Р-12, Р-14 помогли сформировать новый род войск – ракетные войска стратегического назначения. И вот с этого момента роль авиации отходит на второй план, а стратегическая значимость данного объекта начинает угасать по мере развития и совершенствования ядерного оружия. Но вот венцом творения и всей инженерно-конструкторской мысли стала ракета М-36М2 «Воевода». Страны НАТО любезно прозвали эту ракету СС-18 «Сатана». Прозвали ее так не случайно. Боевой заряд одной такой ракеты по своей мощности равен 350 таким же бомбам. Время подготовки к пуску такой ракеты сократилось с интервала 40 минут в интервал 3 минуты. Боевая часть ракеты стала разделяющейся. Иными словами, внутри головы находится 10 боевых модулей, каждый из которых несет в себе заряд мощностью 750 килотонн. Товарищи, небольшая информация для сравнения. Заряд, которым Соединенные Штаты уничтожили город Нагасаки в 1945 году. Заряд, который забрал 42 тысячи мирного населения и оставил 40 тысяч раненых, был мощностью 18 килотонн. Здесь один модуль из 10 – 750. Дальнейшие модификации такой ракеты начали оснащать еще и ложными модулями для отличения систем противоракетной обороны. Иными словами, такая ракета гарантированно поражает цель. Именно поэтому их вынесли в отдельную категорию, которую так и назвали. Аналогов нет.
Что касается разрушительной способности, о ней можно рассказывать бесконечно долго, и зачастую рассказы это не всегда приятно. Весь алгоритм запуска можно свести к 3 основополагающим действиям. Это если в максимально простом формате. Действие первое. Получение приказа следовать по плану ФГД-135. Данный план означает, что на наше государство напали без объявления войны с применением оружия массового поражения. То есть ведется подготовка пусковых установок. Как только пусковые установки получают повышенную готовность, поступает приказ шифр. Шифр – это по своей сути закодированные координаты цели. Конкретного шифра для пуска не знал ни один из офицеров. Это было сделано с целью исключить человеческий фактор. Сам приказ генерируется из ядерного чемодана Верховного Главнокомандующего и поступает по телефону, на который отвечал только командир дежурных сил. После получения приказа командир открывал сейф, в котором находится конверт с заключительной частью шифра. Первая часть сообщалась по телефону. После ввода шифра получается полная готовность. После ее подтверждения следующий шаг – пуск самих ракет, после которого 28 минут 12 секунд, и неприятеля как не бывало. Ну а сейчас мы с вами зайдем в наш главный выставочный зал. В этом зале у вас будет свободное время, чтобы вы успели познакомиться со всеми экспонатами и позадавать неинтересующие вас вопросы. Кто готов? Пройдемте. Товарищи, вот этот вот загадочный туннель по прямой, это туннель, который использовали для внутренних коммуникаций. Сюда мы поставили экспозицию так называемый грузовой ходок. Так он в действительности выглядит. Однако наш реальный грузовой ходок в 3 раза побольше находится в другой части объекта. Что касается данного туннеля, то по нему тянули огромное количество кабелей связи, которые вводили в каждое помещение на этом объекте. Так держали внутреннюю связь. Сейчас мы с вами отправимся в такой же туннель, но уже целиком сделанный для людей. Пройдемте, пожалуйста. Ну что ж, товарищи, как я упомянул, в конце вот этого туннеля не находится выход на станцию метро Таганская кольцевая. И именно данным туннелем им пользовался офицерский и высший офицерский состав. Однако, у нас с метрополитеном заключен пакт о ненападении, поэтому проход закрыт с 2 сторон, со стороны музея и метро. Сам по себе проход функциональный, но открывается только по приказу определенного рода служб, например, МЧС, либо метрополитена в частности. Поэтому в данном туннеле вас будет дожидаться абсолютно другая экспозиция. Имитация ядерного удара. Кто неуверенно себя чувствует в темных, запертых помещениях, имеет проблемы с сердцем, эпилепсией и тому подобное, попрошу остаться тут. У кого такого нет, вперед. Here will be simulation of nuclear attack.
Да, если кому интересно, ресторан у нас будет открываться только с 13:00. Туда не надо никаких билетов, ничего. Так же, как и музей. Подойдете к домофончику, скажете, что вы ресторан, вас сразу встретят и сразу в ресторан направят. Не нужно никаких билетов и тому подобное. Ну, что ж, я вижу, меньше вас не стало, уже хорошо. Дальше у вас на пути будут 4 небольшие экспозиции. Первая экспозиция посвящена великому диктору Советского Союза Юрию Борисовичу Левитану. У нас на объекте была студия звукозаписи, которая предназначалась для него, на случай необходимости обращения к народу при угрозе Советскому Союзу. Такая необходимость единожды уже была. Случилась она как раз во время Карибского кризиса, в самый его пик, с 17 по 27 октября 1962 года. В эти 10 дней мир стоял у порога Третьей мировой войны, а этот объект был переведен в режим автономного ведения боевого дежурства и был изолирован от внешнего мира. Персонал, который зашел сюда на дежурство на 17 октября 1962 года, они были здесь заперты на 10 суток, поскольку готовились начинать военные действия. Среди них был Юрий Борисович, который все 10 дней был готов обратиться к народу при начале военных действий. Но, к счастью, этого не потребовалось. Вторая экспозиция, что будет на вашем пути, это максимально уменьшенный образец информационно-разведывательного центра. В таких местах курировали и контролировали все воздушное пространство. Считали метеоусловия, степень и дальность полета ракеты, бомбардировщики, истребители, ракетоносцы. Считали дальность поражения ядерных факторов, количество баз, единиц техники и тому подобное. Также в обязательном порядке прокладывали летные маршруты. Третья экспозиция на вашем пути будет самая простая. Это комната отдыха высшего офицерского состава. И четвертая экспозиция приемная для офицеров. Пройдемте. Экспозиция в память Юрию Борисовичу. Нет, здесь вас никто не слышит. Следующая экспозиция, это как раз и есть информационно-разведывательный центр. Третья экспозиция, комната отдыха офицерского состава. И четвертая, приемная.
Пройдемте, пожалуйста. Приходите, ожидайте меня в том туннеле. Ожидайте меня, пожалуйста, в том туннеле. Ну что ж, товарищи, наше с вами путешествие начинает близиться к концу. У вас остались для меня вопросы? Не можно только поговорить. Тогда давайте мы подведем небольшой итог. Пока в мире будет существовать и развиваться оружие массового поражения, будут существовать и развиваться такие же вот объекты. Мы же здесь, в свою очередь, свято верим, чтобы ни того, ни другого по своему прямому назначению никогда не потребовалось. Ну что ж, давайте возвращаться с вами обратно к мирному небу над Москвой. Пройдемте. Товарищи, как я упомянул, путешествие наше близится к концу, и здесь оно не заканчивается. Заканчивается оно только там, наверху. Поэтому впереди осталась самая незабываемая часть экскурсии – восхождение к поверхности. Товарищи, у кого имеется противопоказания, а также по состоянию здоровья чувствуем, что подъем наверх будет категорически сложен, я попрошу задержаться здесь сейчас со мной. У кого такого нет, можно начинать подъем. Напомните, сколько у нас ступеней?